Опасность новой ядерной эскалации между Индией и Пакистаном на фоне терактов в Кашмире. Жестокое нападение боевиков, в результате которого погибли 26 человек в одном из самых живописных мест Кашмира, нарушило относительное спокойствие в регионе, превратив популярное туристическое направление в место ужаса и вызвав опасения по поводу нового конфликта между обладающими ядерным оружием противниками Индией и Пакистаном. Вскоре после нападения, в ходе которого вооруженные люди вышли из густого соснового леса и открыли огонь по семьям, отдыхавшим на пикнике и катавшимся на пони, министр обороны Индии Раджнат Сингх пообещал дать громкий и четкий ответ. Индия приняла жесткие меры, объявила о высылке всех пакистанских граждан в течение 48 часов, аннулировала их визы и закрыла границу. Контрольно-пропускной пункт Аттари немедленно закрыт, и только те, кто уже пересек границу, могут вернуться до 1 мая 2025 года. Также Индия высылает военных атташе посольства Пакистана в Нью-Дели и отзывает своих советников из Исламабада. Количество дипломатов в обеих странах будет сокращено с 55 до 30 человек. Дополнительно приостановлен договор о водах Инда от 1960 года. Ключевое соглашение, регулирующее доступ к крупнейшей речной системе региона. Индия впервые идет на такой шаг, несмотря на то, что ранее соглашение сохранялось даже во времена открытых войн. Пакистан, в свою очередь, объявил о полной боевой готовности своей армии, отзыве индийских военных советников, приостановке всей торговли с Индией, включая транзит через третьи страны, а также о запрете на пролет всех индийских авиакомпаний над своим воздушным пространством. Исламабад предупредил, что попытка Индии изменить распределение вод Инда будет расценена как акт войны. Министр обороны Пакистана отверг причастность к теракту, назвав его местным восстанием. Тем не менее, индийская сторона уверена, что за нападением стоит группировка, связанная с террористической организацией Лашкар-и-Тайба, которая, по данным Нью-Дели, действует из Пакистана. Ответственность формально взяла на себя малоизвестная организация «Фронт сопротивления». На фоне теракта во время визита вице-президента США Джеймса Венса в Индию индийское правительство оказалось под двойным давлением, как со стороны общественности, так и в контексте международной дипломатии. Венс выразил поддержку Индии, подчеркнув стратегическое партнерство двух стран. Аналитики считают, что Дели может решиться на трансграничные удары, как это было после атаки в Пулваме в 2019 году. Индия не может сидеть сложа руки. Как только эскалаторная лестница набирает обороты, она может выйти из-под контроля, предупреждает один из аналитиков. Вы не можете предсказать Моди. Он решителен и может пойти на жесткий шаг. Местные жители Кашмира отреагировали не поддержкой сепаратистов, а наоборот протестами против насилия. Магазины и предприятия были закрыты в знак траура. Звучали лозунги «Туристы – это наши жизни». Следует отметить, что, согласно первоначальным сообщениям, Иран планирует направить несколько бригад для обеспечения безопасности своей границы с Пакистаном в свете возможного военного конфликта между Индией и Пакистаном. На фоне обострения между двумя ядерными державами – Индией и Пакистаном – международное сообщество выражает тревогу. Особенно обеспокоенность выразил Израиль, традиционно поддерживающий тесные стратегические и оборонные связи с Индией. Министерство иностранных дел Израиля выступило с заявлением, в котором осудило атаку в Кашмире и подтвердило полную солидарность с индийским народом в борьбе с терроризмом. Официальный Тель-Авив отметил, что распространение терроризма при поддержке третьих государств угрожает не только региональной стабильности, но и глобальной безопасности. Кроме того, по информации израильских СМИ, Израиль усилил меры безопасности вокруг своих дипломатических миссий в Южной Азии и внимательно отслеживает развитие ситуации в Кашмире. В израильском военном и аналитическом сообществе не исключают, что эскалация может привести к точечным ударам Индии по предполагаемым лагерям боевиков в Пакистане, что, в свою очередь, способно спровоцировать ответный удар и дальнейшую эскалацию конфликта. Также в Израиле внимательно изучают, как возможный военный конфликт между Индией и Пакистаном может повлиять на глобальный баланс в ядерной сфере.
По мнению бывшего главы разведывательного управления Оман, любое развитие конфликта в Южной Азии неизбежно отразится на позициях Ирана, Китая и в более широком контексте на архитектуре безопасности Ближнего Востока. По оценке израильских экспертов, подобная эскалация может стать тестом для США и их способности одновременно справляться с несколькими глобальными кризисами. Израиль, как близкий союзник США, уже несколько лет выстраивает треугольную ось партнерства с Вашингтоном и Нью-Дели, в том числе в вопросах обороны и кибербезопасности. Возможное вовлечение США в конфронтацию в Южной Азии может повлиять на степень американской вовлеченности на Ближнем Востоке, особенно в контексте текущих напряжений с Ираном и Хезболлой. В израильских медиа также отмечается, что данный кризис – еще одно напоминание о том, насколько хрупка архитектура ядерного сдерживания и как быстро локальные конфликты могут приобрести глобальный масштаб. Индия и Пакистан уже трижды вели войны, в том числе из-за спорного региона Кашмир, населенного преимущественно мусульманами. После теракта на индийский парламент в 2001 году две страны в 2002 году были на грани полномасштабной войны, и только вмешательство США позволило избежать катастрофы. Индия владеет ядерным оружием с 1974 года. Первое испытание, заряд мощностью 20 килотонн, прошло на полигоне Покхаран. Только после серии подземных испытаний в мае 1998 года Индия официально признала себя ядерной державой. Тогда были протестированы 5 устройств, включая термоядерную бомбу мощностью 32 килотонны. В ответ Пакистан также провел ядерные испытания 28 и 30 мая 1998 года на полигоне Чагай-Хиллз в Белуджистане. Таким образом, обе страны подтвердили наличие у себя ядерного арсенала, создав ситуацию взаимного устрашения. В рассекреченных отчетах разведки США 80-х и 90-х годов говорится, что вероятность ядерной войны между Индией и Пакистаном остается низкой, но существует риск катастрофы из-за просчета или иррационального ответа. Такие сценарии могут превратить локальный конфликт в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями для всего региона. Сегодня эта угроза вновь становится актуальной. Как отметил аналитик Майкл Кугельман, это очень важный момент для региона. У нас есть два соседа, вооруженных ядерным оружием, которые смотрят друг на друга. Все ставки могут быть отменены. Таким образом, трагедия в Кашмире не только унесла жизни мирных людей, но и вновь поставила регион на грань масштабного конфликта. Эскалация между Индией и Пакистаном, двумя ядерными державами, влечет за собой угрозу не только для Южной Азии, но и для глобальной безопасности. На фоне жесткой риторики, дипломатических разрывов и растущего давления со стороны союзников, каждое новое действие может стать последним шагом на пути к непоправимому. Мир снова оказался перед опасным выбором – сдержать напряженность или наблюдать, как локальный кризис перерастает в катастрофу международного масштаба. Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные и актуальные новости со всего мира.